Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодняшняя тема число Авогадро. Подведем к этой теме еще и моль, молекула, малярная, молекулярные массы. Соединим это все, чтобы можно было применять в практических целях. Начнем издалека. Начнем с закона Авогадро, который гласит о том, что если взять два объема различных газов, предположим, что вот они одинаковые, эти объемы будут одинаковые, то количество молекул в этом газе будет равно количеству молекул в этом газе. Предположим, что объем этого газа 22,4 литра, и объем этого газа также 22,4 литра. Тогда в каждом из них будет содержаться количество молекул, равное 6,2 умноженное на 10 в 23 степени штук молекул. Также в этом газе будет содержаться тоже значение штук молекул. Вот это число и называется числом Авогадро. Обозначается буковкой Na, Авогадро большое, и равно этому значению. Также приняли, что количество молекул, видите, огромное. Поэтому для того, чтобы каждый раз не считать это количество, то это значение можно будет назвать и определить как 1 моль. То есть что такое моль? Моль определяет все, что количественно равно числу Авогадро. 6,02 на 10 в 23 степени штук. И молекул, частиц, каких-либо ионов и так далее. Если мы немножко подытожим это все из закона Авогадро, теперь еще раз все подытожим. Можно запомнить эту схемку, а можно запомнить другую схемку. Если мы возьмем 1 моль, что такое 1 моль? 1 моль это количество вещества, любого, которое будет содержать количество молекул, равное числу Авогадро, равное 6,02 на 10 в 23 степени штук. Если мы взвесим это количество любого вещества, уже не газа, ставим на весы, то масса этого моля будет равна малярной массе, которая измеряется грамм, соответственно, на моль. То есть это малярная масса, то есть масса 1 моля. Тождественно равна молекулярной массе, которую можно взять из таблицы Менделеева Дмитрия Ивановича. То есть они равны только численно. Из таблицы Менделеева можно получить и сравнить. А для газов, если мы возьмем это количество, то объем 1 моля при нормальных условиях газ будет занимать объем 22,4 литра при нормальных условиях. Как запомнить эти значения? Число Авогадро надо повторить 6,02 на 10 в 23 степени раз, тогда оно запомнится. А 22,4 можно, например, от 23 отнять вот эти 0,6 и получить 22,4. Ну, это так, небольшая легкая запоминалка. Поэтому эту схему мы можем применять в различных практических расчетах, чтобы не вдаваться в более глубокую теорию. Если мы приведем некоторые примеры, предположим, возьмем газ СО2, посчитаем его молекулярную массу, которая складывается из атомных масс. Если у углерода из таблицы Менделеева молекулярная масса 12, у кислорода из таблицы Менделеева молекулярная масса 16, то молекулярная масса молекулы СО2 равна 12 плюс 2 на 16, 2 атома на 16 и равна 44 атомной единицы массы. Соответственно, если они тождественно равны, молекулярная масса равна тоже 44 грамм на моль. Поэтому 1 моль углекислого газа, масса его 44 грамма, в нем содержится 6,02 на 10 в 23 степени штук молекул, и он занимает при нормальных условиях 22,4 литра. На этом все. Спасибо. До свидания.